Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. В сегодняшнем видео речь пойдет о выборе виноградных подвоев и какие факторы влияют на данный процесс. Забегая наперед, скажу, когда спрашивают, какой самый лучший подвой, на данный вопрос можно ответить, что нет такого понятия лучший подвой или худший. Каждый виноградный подвой имеет определенные характеристики и подходит для определенных задач, то есть используется для определенных условий. Поэтому, используя различные виноградные подвои, на что влияет? В первую очередь, виноградный подвой может повлиять на сроки созревания. Также виноградный подвой может повлиять на силу роста. Также самое на увеличение размера ягод, увеличение гроздей, в целом на урожайность. То есть, также самое виноградные подвои, особенно это заметно на розовых окрашиваемых сортах, когда виноградный подвой существенно оказывает влияние на цвет винограда. Так вот, подбирая различные типы подвоев, можно влиять на различные характеристики. Если взять виноградный подвой, то нужно сказать такой факт, что с середины 19 века, когда филоксера уничтожила до 90% всех европейских виноградников, в виноградарстве произошли очень большие изменения. И одна из самых главных, пожалуй, это использование филоксероустойчивых подвойных сортов. Так, давайте поговорим обо всем более-менее поподробнее. Так вот, если взять условно с этого момента, виноградное растение стало состоять из двух частей. Из подвойной части, да, которая отвечает за корневую систему, который является устойчивой к филоксере, и привойную часть, которая отвечает характеристикам того или иного сорта. Так вот, выбирая виноградник, мы можем, скажем так, касаемо привойной части, выбор того или иного сорта, ваш выбор будет зависеть от ассортимента, который есть на тот момент, или из экономических возможностей того или иного сорта. Да, кто-то его будет выращивать поздние сорта, кто-то кишмишные сорта, кто-то ранние сорта. Так вот, здесь, скажем так, выбор более-менее очевиден. Тоже мы визуально можем видеть и выбирать. Кстати, здесь у меня аватар, привитый на подвое Кобер 5ББ. В данном случае есть также самое, у меня здесь рядом находится аватар, который привитый на репаре Рупестри 10114. Видим здесь место прививки. Также самое здесь висят также грозди. Сравнительный анализ аватара на различных подвоях я коснусь более подробно в других видео. В сегодняшнем видео пойдет о выборе виноградных подвоев. Так вот, если коснуться подвойных сортов, они произрастают и отвечают за корневую систему, условно говоря, почвы. Так вот, существуют различные типы почв. Да, я на экран выведу, вы можете ознакомиться. Условно говоря, это каштановые, бурые, сероземы, черноземы и так далее. Не буду останавливаться подробнее. Если взять механический состав, то, условно говоря, почва состоит из песка, глины и гумуса, да, органических остатков. Так вот, различное соотношение в процентном отношении песка и глины будет иметь или давать различные типы почв по механическому составу. Это или же песчаные, супесчаные, суглинки или глина. На что это влияет? Да, к примеру, есть в виноградных подвоях такие характеристики, как засухоустойчивость или теплые, или холодные почвы. Условно говоря, песчаные почвы будут теплыми, сухими, да, а глинистые почвы будут они холодными и влажными. То есть вот эти все показатели также самое влияют на выбор виноградного подвоя. Так вот, если коснуться всех виноградных подвоев, да, одним из основных показателей, на что нужно будет обращать внимание, это устойчивость активной извести. Да. Она выражается в процентных отношениях, они достаточно хорошо описаны. К примеру, это Кобер 5ББ, он выдержит до 20% активной извести. Это говорится о том, что данный виноградный подвой до 20% активной извести не будет вызывать хлороз на наших виноградных растениях. Данный показатель существует в различных
характеристиках различных подвоев. То есть на это то же самое нужно будет обращать при выборе. Также следующий момент, на который нужно будет обращать внимание при выборе виноградного подвоя, это ваша климатическая зона. Да? Есть такое понятие, как приходит зима ранняя, то есть вегетация быстро прерывается. Это также самые характеристики, это вызреваемость наших виноградных лоз. Также самые различные подвои на этот процесс также самое влияет. Также самое есть такое понятие у виноградных подвоев, как сила роста. Да? Она бывает или среднерослой, или выше средней, или достаточно высокая сила роста. На что это влияет? Да? Если взять, к примеру, сорта, которые, условно говоря, восприимчивы к осыпанию во время цветения, то сильно рослые сорта на данном привойным сортам не подойдут, так как есть риск вызывания завязи во время и в период цветения. Также самое с середины до середины 70-х годов в Европе активно используются различные типы подвоев. И среднерослые, и сильнорослые. Так вот, когда с 70-х годов начало междурядье увеличиваться в пользу механизации, когда используются различные транспортные средства, то есть увеличилась индивидуальная нагрузка на каждый виноградный куст. С этого периода стали активно применять сильно рослые виноградные подвои, такие как известно, что выросшие из семян телеки, такие как Кобер 5ББ, Кобер 125 АА, телеки 5С, телеки 8Б, СО4. То есть вот эти сильнорослые подвои, они сильно рослые. Также самое при выборе виноградного подвоя нужно, как виноградной системы, да, добиваться таких результатов, при котором сила роста будет выше средней. Если при неправильном подборе подвоя у вас виноградные растения, побеги будут иметь маленькую силу роста, то будет неправильная корреляция или неправильное соотношение ягод к листовому аппарату. То есть вы получите недобор урожая и будет менее качественным урожай. Если будет чересчур большой силы роста, то в данном случае произойдет чрезмерное загущение, то есть появится дополнительная операция с зелеными частями наших виноградных растений. Так вот, при выборе того или иного виноградного сорта в виноградной, скажем так, книге «Виноградный питомник», скажем так, автор Мишуренко и Красюк, здесь описаны те сорта, которые были известны на тот период достаточно хорошо. Я сейчас на экран выведу, вы можете нажать на стоп-кадр и посмотреть. Здесь, скажем так, к различным климатическим зонам, да, они подвойные сорта районированы. К примеру, здесь у нас подходят какие сорта произрастают для Одесской, да, Николаевской и Херсонской областях, какие сорта и наиболее лучший подвой, который к нему подходит. Я сейчас на экран выведу, вы можете нажать стоп-кадр и посмотреть и ознакомиться. Так вот, пара привой-подвой на тот период, к каким сортам наиболее лучше подходит какой подвойный сорт, достаточно трудоемкий процесс, который требует большого времени. Если те сорта в тот период были описаны, то на сегодняшний день существует очень много различных, скажем так, гибридных форм, которые появляются все больше и больше. Скажем так, сказать определенно, какой гибридной форме или же какому сорту, какой лучше подвой, зачастую не представляется возможным, так как нужны годы для изучения. Порой бывает так, что появляется какая-то новинка и проходит буквально 3-4 года, и она уже широко распространена, скажем, во многих виноградниках. А чтобы сказать, какой подвой лучше подойдет, для этого нужны годы изучать. Также самое, видя виноградные сорта, особенно то, что касается американских кишмишей, мы видим зачастую картинку, как видим ягоду, то есть привойную часть. А надземная часть, подземная часть
который отвечает за корневую систему, зачастую упускается из виду или же нам неизвестно. Это нужно подбирать экспериментальным путем, какой подвой куда лучше подойдет. Также самое при выборе виноградного подвоя ваш выбор будет сугубо индивидуальный, касаемо ваших условий. Какое расстояние между вашими кустами, какая нагрузка, какое будет у вас междурядье, черный пар, задернение, какая будет обеспеченность влаги, какой полив. То есть, если взять, ну, условно говоря, те виноградные сорта, условно среднерослые, то там имеется в виду, что корневая система недостаточно глубоко уходит, находится у поверхности. К примеру, если взять такой подвойный сорт, как Рипария рупестris 101-14, и его достаточно или сбалансированно обеспечивать влагой, то я вам скажу, что сила роста незначительно уступает такому подвойному сильнорослому сорту, как Кобер 5ББ. Но опять же, это сугубо индивидуально. Есть различные показатели активной извести. То есть нужно будет смотреть и подбирать конкретно в конкретном случае. И никто за вас эту работу не сделает, так как вы должны подходить к этому вопросу более-менее ответственно. Так же самое, выращивая виноградные подвойные сорта, я пришел к мнению и к выводу, что, условно говоря, Кобер 5ББ, он является наиболее универсальным, и у него до 20% активной извести, и он подходит практически для любых типов почв. Но нужно каждому подвою выбирать свой ключик, то есть смотреть, изучать, как какой-то определенный сорт будет реагировать или же взаимодействовать с тем или иным типом почв. Так же самое есть такое понятие у подвойных сортов, как аффинитет. Это когда срастаемость и насколько будет долговечная пара, да, привой-подвой. Также самый данный процесс длительный, долгий, подбирается чисто экспериментальным путем. Скажем так, в данном видео я задал вам примерные характеристики или же какие факторы, которые нужно будет обращать при выборе того или иного подвойного сорта. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.